Каждую ночь на эту ферму пробирался дикий леопард. Но он не нападал. Он ложился рядом с коровой и засыпал. Когда люди узнали причину, это потрясло всех. Леопард и корова, хищник и добыча, однажды были найдены спящими вместе в одном углу сельской фермы, укрытом сеном. Никто не мог объяснить, почему хищник снова и снова возвращался туда. Все фермеры в округе знали, что означает появление леопарда. Это страх, это риск потерять скот, это ночные обходы с фонарем и надежды, что забор выдержит. Поэтому, когда пожилой фермер Рубен заметил огромные следы, ведущие прямо в загон, он сразу схватился за ружье. Следы привели его к самой спокойной корове по имени Лена. И там он увидел нечто невероятное. Рядом с ней, прижавшись к ее теплому боку, мирно спала молодая самка леопарда. Лена стояла неподвижно, словно охраняя ее, как мать охраняет ребенка. Рубен замер, но так и не выстрелил. Он решил, что это случайность, и к утру хищник исчезнет. Но леопард вернулся и на следующую ночь, и потом снова. Она пробиралась через небольшую дыру в заборе и устраивалась рядом с коровой, будто это было ее единственное безопасное место. Соседи считали Рубена сумасшедшим. Одни говорили, что он сам кормит хищника, другие предупреждали об опасности. Но Рубен наблюдал и понимал, это не поведение голодного зверя. Леопард не охотился, не выслеживал, он просто отдыхал. Со временем он дал ей имя – Сумерки, потому что она появлялась на закате. Но вскоре стало заметно, что с ней что-то не так. Она худела, двигалась все медленнее и начала сильно хромать. Тогда Рубен вызвал ветеринара, доктора Эллу Вентер. Когда леопарда усыпили для осмотра, открылась страшная правда. Ее лапа была перетянута старой проволочной петлей. Рана была глубокой и зараженной, проволока буквально вросла в плоть. По оценкам врача, зверь жил с этим больше года. С такой травмой охота была почти невозможна. И стало ясно, леопард приходил не убивать корову, а выживать. Он искал тепло, покой и место, где его не боялись. Лена просто не убежала в первую ночь, и этого оказалось достаточно. Операция длилась около 2 часов. Еще немного, и лапу пришлось бы ампутировать. После операции Сумерки оставили на ферме на время восстановления. И каждую ночь Лена подходила к ограждению и спокойно стояла рядом, будто поддерживая ее. Когда леопард полностью выздоровел, его перевезли в заповедник и отпустили на волю. Он ушел спокойно, словно понимая, что этот этап его жизни завершен. В дальнейшем наблюдения показали удивительное. Сумерки стала успешной охотницей, вырастила несколько потомств и прожила долгую для дикого леопарда жизнь, более 10 лет после спасения. Она больше не возвращалась на ферму, но держалась неподалеку, словно не желая уходить слишком далеко от места, где однажды нашла спасение. Рубен умер спустя несколько лет, а Лена осталась на ферме. Ее не отправили на убой. Она прожила свою жизнь спокойно, потому что заслужила это. Людей, поставивших ту петлю, позже нашли и осудили. Но настоящая справедливость была не в наказании, а в том, что животное, обреченное на смерть, получило шанс жить дальше. Иногда справедливость не кричит. Иногда она просто тихо исцеляет и идет вперед.